Привет, меня зовут Андрей, мне 27 лет, и я никогда не был за границей. Только приехал в город и уже вижу клевое уличное искусство. Я иду уже минут, наверное, 10, и я, наверное, только один раз слышал эстонскую речь на улице. Короче, пока что мне кажется, что это просто красивая версия России. Какой красивый трамвай! Я понял, что так как я первый раз за границей, и здесь, понятное дело, все другое, меня, походу, будет восхищать вообще все. От обычных кустиков, до трамваев. What is it? For what? Мусор. For plastic bottles, right? Oh, okay, thank you. For мусор. Он просто говорил по-русски, а я почему-то продолжу говорить с ним по-английски. Дебил, блядь. Короче, поменял деньги, и у меня теперь почти 100 евро, прям как в Орле и Решке, только у них было на 2 дня, у меня на 3 недели. У меня супер, very mega бомж edition Орел и Решка. Карта мне показывает, что мой хостел где-то вот там, и меня это офигенно радует, что я буду жить на такой нафиг улице. Вот, на этом королевском месте я буду завтра завтракать утром. Вы просто посмотрите, какая дорожечка! Вот, мне кажется, Европа в первую очередь вот с этим ассоциируется. Вот с такими мощеными дорожечками. И, конечно, вот с такими уютными улочками. Когда находишься в Таллине, вообще тебе ничего не надо. Просто ходишь, смотришь на это, и этого достаточно. Это бесплатно. Эстония и Таллин, как и присущи всем европейским городам, всегда воевал, всегда был в каких-то завоеваниях, поэтому в разные времена своей истории он был и под Данией, и под Швецией, и под Польшей, и под Германией, и под Россией, конечно же. Собственно, само название города Таллин происходит из 2 составляющих. Лин – это значит град, город, крепость, а Тал – значит либо датский, либо зимний. Получается, либо это зимний город, либо это датский город. Но эстонцам, конечно же, больше нравится, что Таллин – это зимний город. Эстония считается очень поющей нацией. Она рекордсмен по количеству народных песен в ее фольклоре. И в Эстонии даже была поющая революция. Вот, у Армении была шашлычная революция, а у Эстонии – поющая. В общем, если где-то задумывается пивная революция, зовите меня, пожалуйста. Мне же здесь видится баланс добра и зла во вселенной. Слушайте, касаемо Таллина, для меня это вообще шок на самом деле, потому что я такой приехал, думаю, все, за границей, сейчас тут по-инглишу со всеми буду болтать, и все будет так здорово, и в итоге все говорят по-русски. Я, что, за границу езжу, чтобы по-русски, что ли, разговаривать? Очень прикольный такой патриотичный проект. Здесь портреты разных людей с разных уголков Эстонии с подписями. Кто-то с русскими корнями, кто-то с украинскими, кто-то еще с какими-то, с карельскими. И вот разные люди, их истории здесь написаны. Вот это и есть настоящий здоровый патриотизм, как мне кажется.
О, красавчик. Так как это первая серия моего travel-сериала, и, возможно, обо мне вы еще не знаете, не видели моих предыдущих фильмов, поэтому, я думаю, стоит пару слов рассказать о себе. Я очень много путешествую по России и снимаю документальные travel-фильмы. Вы можете посмотреть, где-нибудь здесь будет сейчас ссылка. Вот. Но никогда прежде я не был за границей. Несколько лет ждал этого момента, мечтал об этом. И вот оно все случается. И вот оно все со мной происходит. И, конечно, я привык к городам России. И все, что я сейчас вижу, меня очень сильно восхищает, шокирует, удивляет. Возможно, кому-то будет интересна такая наивная реакция. Сказать, что я бюджетный турист, это не сказать ничего. Я бомжара-турист. У меня очень мало денег, соответственно, я буду экономить максимально, насколько это возможно. Второе, конечно, я люблю тусовки, я буду искать их везде, но я молод и свеж. Ну и третье, возможно, вам просто будет интересно посмотреть на красивые города, на красивую съемочку. Конечно, я морально был готов, потому что в Европе все дорого-богато. В том числе еда, в том числе покушать. Вот, конечно, есть вариант покупать что-то в супермаркетах, но, как правило, это все холодное, и на этом долго счастливым не пробудешь. Но пообедать есть несколько недорогих мест, очень доступных по цене, для обеда, для ужина. Специально для вас я все это изучил, все проверил. Я иду прям в самый центр, прям в самое сердце. Заведение находится в здании ратуши. Насколько я знаю, все блюда там стоят не дороже, чем 3 евро. Называется оно «Третий дракон». Супа вы будете пить без ложки? Ага. вместе с колбасками. Вы можете ловить пару огурчиков. Это хороший салат. Супер. И грязные посуды и мусор потом в корзинку направо. Угу. Спасибо большое. У меня не получается. Со второго раза получилось. Ну это да. Вот смотри, отлично. Суп у меня вышел на 2 евро. Это какой-то традиционный эстонский суп. Пирожок на 1,5. Теплый, горячий даже. Сосиски на 3,5. И огурцы можно брать сколько хочешь, сколько съешь, но если ты сможешь их выловить. Почему у нас не принято суп есть без ложки, а просто пить? Это намного, удобнее. Одно тут отдыхаешь. Для полного удовольствия здесь не хватает только вот этого. Блин, сначала ты хочешь дико есть, а потом обжираешься как свинота. В общем, за тот уровень аутентичности, за тот объем блюд и за вкусность 7,5 евро это просто фантастика. Еще одно местечко, которое вы должны знать, если вы хотите сэкономить, это бар «Компрессор». Так называется. Там удивительно дешевое пиво, так что я думаю, что это место подходит для тех, кто путешествует компаниями. Только что я узнал, как выглядит мой самый худший ракурс. Так, вот он, родной. Находится на улице Ратаскаеву 3. Здесь у меня чек вышел на 690 рублей. Это было маленькое пиво 0,3 и здоровенный нахрен блинчик. И он с креветками. Ребята, это просто восторг. Это очень вкусно. Правда, ждать мне пришлось, наверное, около 20 минут. Поэтому, мне кажется, если даже это хуй на блюде был бы, я бы все равно это съел с удовольствием. Посмотрите, здесь креветок больше, чем во всем Черном море, нахрен. Узнал еще про одно недорогое местечко, чтобы покушать, тоже в самом центре. Вот, прямо напротив оперного театра.
Короче, вот это все вышло на почти на 8 евро. Это супер недорого, учитывая, какая огромная порция, сколько всего я набрал. И здесь такой огромный ассортимент, что просто разбегаются глаза, хочется съесть вообще все, что здесь есть. Для бюджетного туриста это вот прям самое то. И я, конечно, обожался. Мог взять чуть поменьше, вышло бы, может быть, даже на 5 евро. Всем советую. Отличный вариант, если вам грустно и скучно гулять в одиночестве, это встретиться с кем-то на каучсерфинге. Я им давно пользуюсь, очень крутая штука. И вот, иду сейчас в бар, там какая-то большая грандиозная встреча намечается. Ну вот, пообщаюсь с ребятами из других стран, спрошу, что им понравилось в Таллине, и прибухнем, может быть, маленько. So Where are you from? from Serbia. Serbia. And why you decided to come to Estonia, to Tallinn? I knew a little about Baltic countries, so I guess I wanted to find out a bit more. And I think the best way is to travel there and experience. I haven't walked much, but the old town, I really like the old town. It's like a fairy tale. Я вообще не умею в это играть. Все, блядь, старею, взял чай себе. Чай, блядь, Карл, чай. Здесь стало очень много людей, хотя было довольно тухленько в начале. И оказывается, здесь есть караоке. And if you want to participate. Позорься так, будто живешь последний день. Да, это вот про меня сегодня было. На самом деле место казалось вообще очень даже неплохим. Пиво как бы за 3 евро. Это для центра Таллина тоже очень даже супер. Я забыл, как эта игруля называется. Джанго это называется. Джанго, точно, Джанго. Дженга. Дженга размером с человека, блин. Ну, вообще немножко не так в нее играют. А это ерунда, мы никогда ничего не знаешь наперед. Я что-то нажала и все упало. Сегодня такая клевая вообще собралась просто компания по завоеванию мира. Вот только что мы разошлись с ребятами, с которыми встретились, проводили время в баре, говорили вообще буквально обо всем, о женщинах, ну, было о политике, конечно, да, о путешествиях, просто о быту, о жизни, сравнивали даже цены, и жилье, и учебу, образование, все, в общем. И это были просто хорошие, искренние такие беседы. Как будто бы был такой маленький детский лагерь в течение одного вечера, и нам так не хотелось расходиться. Утро доброе. Ночка была тяжелой. Прекрасное утро в прекрасной Европе. Когда о чем-то долго мечтаешь, представляешь себе, это визуализируешь, думая, что, например, у меня будут такие-то завтраки, будет такое-то утро. И когда это вот случается, внутри, конечно, безумно приятное ощущение. Понедельник, все такие молодцы, занимаются спортом, прям ЗОЖ на нож. Просто пивной рай. И здесь просто сумасшедший выбор разных крафтовых пивчанских. И вы заметили, что в России тоже крафт делают в таких, как сказать, модных упаковочках, модных этикетках, потому что аудитория крафтового пива — это молодежь в основном. Они, конечно же, оценивают с эстетической точки зрения в первую очередь. Причем продавщица сказала, что это не самый большой пивной магазин в Таллине. Лучше мне туда не ходить, короче.
Таллин мне нравится, за всю Эстонию говорить не могу, но, по-моему, это прикольная страна, и мы о ней очень мало знаем. Население Эстонии всего лишь 1,3 миллиона человек. Это, грубо говоря, как в городе Казани, в Татарстане, где я был недавно. Половина всего населения Эстонии живет в Таллине, а четверть всего населения Эстонии – это русские. Но именно здесь, в Таллине, по ощущениям, конечно, как будто их намного больше, чем четверть. Половина уж точно. Иду на смотровую площадку, которая находится прямо в центре старого Таллина. А почему? А потому что она бесплатная. Говорят, что на этой смотровой площадке самый лучший вид на Таллин. Отсюда видно все основные исторические здания. Первое ноу-хау здание, которое построено было в первую очередь для финских туристов, когда открылось паромное сообщение Таллина с Хельсинки. На 23-м этаже там была база КГБшников, церковь Святого Олафа. В свое время она была самой высокой церковью Европы. Виднеется Олимпийский городок. Как красиво! Просто удивительно, насколько хорошо сохранился исторический центр, старый город Таллина, который пережил кучу войн, и даже Советский Союз с его агрессивным конструктивизмом. И не только русские, но с нами понятно, Эстония близко, и здесь такая прям Европа, и даже советские фильмы, конечно же, здесь часто снимали, желая выдать вот эти вот все локации за страны Западной Европы. Короче, даже иностранцы восхищаются Эстонией, и некоторые мои друзья из Германии, Франции писали, что очень хотят съездить в Таллин. Наверное, их привлекает как раз такая концентрированная такая европейскость, старина. Представляете, если бы в России в центре городов сохранилась бы вот русская архитектура, особенно если говорить про города Золотого кольца, например. Представляете, если бы все это сохранилось, вся русская архитектура, деревянное зодчество, какими бы милыми, красивыми и, самое главное, уникальными были бы наши улицы. Ну, что было, то было. Радуемся тому, что имеем. Нету прям какой-то четкой границы, что вот ты вышел из дома в какую-то чужеродную среду. Нет, это все, кажется, чувствуется тоже частью домашнего комфорта. Это очень круто, и, как мне кажется, это одна из причин, почему на улицах уютно, почему на улицах чисто и дружелюбно. И вот сейчас, когда я пришел на берег воды, на берег моря, просто посидеть, отдохнуть, помыслить, подумать, посмотреть на небо, на воду. Вот в этот момент только я понял, что, блин, как все круто. Ребят, сделал набор вот таких вот дизайнерских открыток из фотографий своего путешествия. Ну и что нужно сделать? Конечно, подписаться обязательно, лайк обязательно, и в комментариях напишите свою историю, которая у вас связана с Таллином, с Эстонией. Выберу самую веселую, самую интересную и отправлю. Классика. Похоже, я еле-еле успеваю на самолет. Я лечу
авиакомпания Ryanair. Это супер дешевый лоукостер, такая европейская победа. Плюс на улице жара вообще, но мне пришлось на себя надеть самую такую массивную одежду, чтобы она не занимала место у меня в рюкзаке, потому что если у меня рюкзак не уместится в этот вот тазик с измерениями, то меня как бы не пустят на посадку, либо придется платить миллион денег там на месте. Это мой трамвай. Can I charge with my credit card or with cash? Here, I think no. You need to do Вы it говорите in- по-русски? Да. А как заплатить за проезд тогда? Наличными там у водителя. У водителя, да? Я сделаю. Спасибо большое. Слушайте, добраться до аэропорта за 2 евро — это просто вообще супер. Трамвайчику таллинскому лайк за это. Здесь, ребят, здесь вот бесплатный пинг-понг есть прямо в аэропорту. Спорт — это хорошо, конечно. Спорт — это жизнь. 자하이라 했는데 No bags to check in. Only backpack. Can you see the size of the bag? Can you try to fit the frame, the top quarter? Короче, так я и знал, что у меня не уместится туда мой рюкзак. Придется как-то все это утрамбовывать. Ну вот я затолкал вроде бы, но говорит, что все равно нет почему-то. С 3-го раза я там уже шутил, кривлялся как мог, чтобы эти девочки, работницы аэропорта, таки разрешили. Они такие закатили глаза, типа, ладно, давай, типа, проходи. Я такой, да. Ну что ж, пока, прекрасный Таллин. Привет, сумасшедший Берлин.